Оцените уровень слышимости нас от 1 до 10. Совсем не слышно. 1. Отлично слышно. 10. Отлично. Yes, Все нас хорошо слышат. it is good that almost everybody hears very well. I am Adem Tok, Department Head of PRM in Global Bilgi Company. Ведущий сегодняшней презентации, сегодняшнего вебинара Адам Ток, руководитель департамента PRM в компании Global Bilgi. PRM means planning, reporting, monitoring in call-center. Аббревиатура PRM обозначает планирование, отчетность, мониторинг. Do you see the presentation very well? Как видно презентацию? Видно нас, видно ли презентацию? Отлично, отлично. Очень хорошо. Все видят, слышат хорошо. So it's very well. Today we will have a Одну presentation. минутку презентации нет. Видно? Презентации нет. Okay, Все готово. okay, very good. Today we will have a 1-hour webinar with you, 45 minutes presentation and a last 15 minutes for question and answer session. Сегодняшняя наша встреча продлится около часа, 45 минут займет сама презентация, и в оставшиеся 15 минут мы будем отвечать на ваши вопросы. If you will have any questions, please put it in chat, and at the end of presentation we will answer. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пожалуйста, оставляйте их в чате. По завершению презентации мы будем на них отвечать. If you will have any technical problem, our moderator will help you. В случае возникновения каких-либо технических сложностей, наш модератор сможет помочь вам решить их. After webinar, we will send the presentation to your email addresses. По завершению вебинара вы получите презентацию на адреса электронных почт, которые оставляли при регистрации. Okay, we now start our presentation. Перейдем к самой презентации. Today we will talk about some effective approaches in centralized planning, reporting, monitoring functions in Global Bilgi. Сегодня мы поговорим о ряде эффективных подходов в централизованных функциях планирования, отчетности, мониторинга, которые мы используем в Global Bilgi. We go to first slide. Here, I would like to say that in Global Bilgi, planning, reporting, monitoring functions are centralized. Перейдем к первому слайду. Хочу отметить, что в компании Global Bilgi функции планирования, отчетности и мониторинга являются централизованными. These are interrelated close functions. Эти функции тесно взаимосвязаны. Analytical, dedicated, experienced team manages these functions. Команда опытных экспертов, аналитиков, выделенных экспертов управляют этими направлениями. All call-center projects are supported. Команда оказывает поддержку всем проектам контактного центра. As a nature of work, we intensively and closely work with operational units. Природа деятельности такова, что мы очень тесно взаимодействуем с операционными департаментами. And with our functions, decrease overload on supervisors, team leaders. И благодаря нашей деятельности, в том числе, мы стараемся понизить сверхнагрузку тимлидеров. As a positive output of centralization, we have standardized approaches to all projects and very fast reaction to changing operational conditions. Положительным результатом централизованной подхода функции PRM является то, что мы стандартизировали подходы работы со всеми проектами, что помогло нам увеличить скорость реакции
к переменчивым условиям, операционным условиям. PRM team covers all time periods in the call center. PRM команда своей деятельностью покрывает все периоды времени. Reporting and analysis team reports the past. Команда отчетности анализирует и отчитывается о том, что случилось в прошлом. Online monitoring team monitors a current moment. Команда мониторинга контролирует события, которые происходят в настоящем. And planning team plans the future activities. И команда планирования работает с временем будущим. We know that some call centers don't use centralized PRM approach. Мы знаем, что некоторые контактные центры не используют централизованный подход в этих функциях. But we strongly believe that it is applicable to many call centers, will increase quality in KPI realization and will decrease costs. Мы абсолютно уверены, что такой централизованный подход может быть применим в различных контактных центрах и напрямую повлияет на увеличение качества и снижение затрат. After this general start to PRM functions, I go through planning approaches. Перейдем к подходам, которые используются в планировании. Just a moment, I am trying to open next slide. Одну минуточку, пробуем открыть следующий слайд. Слайд номер 5. Да. Одну минутку, пожалуйста. Just a moment, please. Через мгновение будет 5-й слайд. Скажите, пожалуйста, все ли видят 5-й слайд на своих экранах? Плюс-минус. Нет, не все видят. Нет 5-го слайда? Нет, не у всех есть 5-й слайд. Just a moment, it is downloading this slide now. Слайд загружается. Одну минутку, пожалуйста. Может быть, я попробую начать демонстрацию? Или не начинать демонстрацию? Не Нет. начинать демонстрацию? Извините, пожалуйста, за небольшую Okay, we will техническую заминку. solve this shortly. Возможно, у кого-то из вас есть возможность открыть этот документ из вкладки «Документы» и вручную перейти к тому слайду, на котором мы остановились.
Я буду говорить, когда мы будем переходить от одного слайда к другому. Вы сможете это делать вручную. Возможно, так будет лучше. Получилось. Да, у участников получается открывать самостоятельно презентацию. Спасибо большое. Теперь все участвуют в перелистывании презентации. Можем ли мы продолжать презентацию с 5-го слайда? Готовы ли вы вместе с нами переходить от одного к другому слайду? Здорово. Спасибо вам большое за помощь. Нет, нету. Так, ведущий нашего вебинара выпал ненадолго из процесса. Да-да-да, сейчас мы его вернем и расскажем. Слайд 5 очень важный, поэтому мы обязательно к нему вернемся. Все, включаемся. Спасибо вам большое за терпение и что ждете, пока мы вернемся с докладом. Так, Адам появился. Раз, Адам, слышишь? Just a moment. Yes. Do you hear me again? Sorry for this short interruption, but we have enough time to finalize our presentation on time. We go to the planning part. Итак, слайд номер 5. Вернемся к речь пойдет об планировании. Planning, in fact, is a very complicated process. В целом процесс планирования является достаточно сложным. PRM, as a priority, focuses on short-term planning. Перед PRM в основном стоит цель по кратковременному планированию. When we talk about short-term planning, we talk about monthly, 3 months planning. Это квартальное и ежемесячное планирование. Also, we strongly support annual and more long-term planning. Тем не менее, в том числе мы оказываем прямую поддержку планированию ежегодному и более долгосрочному. In company Global Bilgi, we have a systematic planning approach. В компании Global Bilgi у нас имеется систематический подход к планированию. It starts with a long-term planning, which is 2 to 5 years planning. Этот процесс берет свое начало от долгосрочного планирования, планирования на 2-5 лет. In this strategic long-term planning, generally top management and high-level managers participate. В основном на этом этапе планирования в основном топ-менеджмент и менеджмент среднего звена. Also from consultancy companies, we get high professional consultancy. В том числе от консалтинговых компаний мы получаем консультации.
As a next step, very popular, everybody knows, we have annual budget planning. Следующим шагом, вероятно, известным вам, очень популярным, является ежегодное планирование. In this budget planning, what is more very critical is involve clients in budget plans. Что очень важно в ежегодном планировании является активное вовлечение в этот процесс клиента. Because if we don't include a client in budget, realization of budget will be very pessimistic. Потому что если не привлечь клиента к этому процессу, реализация бюджета становится маловероятной. There will be big deviations within the year throughout these budget plans. Отклонения будут значительными. Our annual budget should carry us to realize our long-term 2 to 5 year plans. Ежегодное планирование, выполнение ежегодных планов так или иначе приближает нас к выполнению более долгосрочных планов на 5 и более, на 2 и более лет. As a simple example, for example, if in 2 years you would like to grow 20%, you should this year growth should be 10% or more. Например, если будет принято решение о росте компании на 20% в течение 2 лет, вы должны понимать, что хотя бы на 10% план этого года должен быть. In short-term planning, we have a new approach which is called 3 months planning. В планировании на более короткие периоды мы применяем новый подход, это квартальное планирование. We give high importance to realization and accuracy of fulfillment of annual budget. Мы предпринимаем максимум усилий для того, чтобы более точно и более четко приблизиться к выполнению годового бюджета. Throughout the year, if we are going far from annual budget, it will not be good. Потому что если мы будем не приближаться, отдаляться от целей ежегодных, это вряд ли будет хорошо. That is why on quarterly basis we make forecasting, planning and realization, which will carry us reach annual targets. Поэтому мы прогнозируем, строим планы и стараемся реализовать их. And we use this forecast in headcount planning. В том числе этот прогноз используется для плана набора для headcount. With many of our clients, we have monthly KPI targets. С большинством из наших клиентов взаимодействие строится на достижении ежемесячных целей. That is why monthly KPI realization is very important and strict. Поэтому достижение ежемесячных целей очень важно в нашей работе. And in order to realize monthly KPIs, again, we need to realize KPIs on daily, weekly basis. И опять же таки, в свою очередь, для достижения месячных целей перед нами стоят более кратковременные цели, ежемесячные, ежедневные. On weekly basis, we make agent activity plans. На еженедельной основе строятся планы по агентским активностям. And this led us to realize monthly plans. И это позволяет нам достичь ежемесячных целей. If we are getting far from reaching monthly targets, we make over time or we make less work on agents. Если мы не достигаем поставленных планов, вероятно, либо недовыработка, либо перевыработка. And the last part, on daily basis, we set targets, control and use all instruments and efforts to realize daily targets. И наименьший, скажем, фрагмент в процессе планирования – это ежедневное планирование, постановка ежедневных целей, контроль и реализация их. Top management's long-term roadmap should be
carefully and successfully reflect to daily life. This is very important. Долгосрочные планы должны иметь отклик на каждодневной нашей деятельности. All employees should be aware of where are we going, what are we doing, and why are we doing. Все сотрудники должны понимать, зачем мы это делаем, куда мы идем, для чего все это. And maximally reflect this vision to their daily lives. И максимально влиять на достижение этих целей каждый день. On the other hand, also, top management and middle level management should be aware of what is going on in daily lives of all employees. С другой стороны, в свою очередь, сам топ-менеджмент в том числе должен понимать, что происходит каждый день, быть в курсе событий. If there are difficulties, deviations from KPIs, etc., they should take corrective actions. Otherwise, we will have less chance to go through long-term roadmap and targets. В противном случае, если менеджментом не будет своевременно замечены те или иные повседневные трудности, менеджмент не сможет предпринять своевременные корректирующие действия. I will go through a next approach. Перейдем к следующему подходу. This is monthly daily targeting and realization. Это постановка ежедневных целей и их реализация. We have many targets in daily lives. Каждый день перед нами стоит множество целей. Our clients have targets and we have internal targets. У клиента есть цели, есть клиентские цели, есть наши внутренние цели. And as a principle, we give very high priority to client targets. Мы принципиально отдаем наивысший приоритет клиентским показателям. If we give example like service level, answer rate, ACHT, sales level, speech quality evaluation, etc., are client targets. Уверены, что всем они вам знакомы. Это сервис level, уровень обслуживания, это answer rate, ASSA, это скорость ответа на звонок, это оценка качества разговора, продажи и так далее. While realizing our clients' targets, we should also go in parallel with internal targets. Параллельно, достигая клиентских показателей, нам следует в том числе и выполнять цели наши внутренние. If we realize client targets and internal targets, this will lead us a win-to-win relationship. Достигая одновременно и клиентских целей, и наших внутренних целей, мы исповедуем принцип win-to-win, когда обе стороны остаются в выигрыше. And this will give us a big chance to have a long-term partnership with our client. Это дает нам шанс обеспечить долгосрочное взаимодействие с клиентом, партнерские отношения. In order to realize both of these targets, we have a harmonization step. Для того, чтобы достичь и тех, и других целей, следует предпринять шаги по их гармонизации. In order to realize our client targets, we define the ideal level of internal targets. Так, для достижения клиентских целей мы определяем идеальный уровень внутренних целей. And announce and explain these targets to our teams. И передаем, транслируем эти цели нашим командам. And all the teams who are involved in KPI realization have similar targets. И все команды, вовлеченные в процесс реализации, имеют перед собой идентичные, одинаковые цели. And scorecards help us very well to create this understanding and to create this level of efforts to go through the same targets. В этом нам очень помогает постановка целей через scorecard. On the other hand, on daily life, we set daily targets. С другой стороны, каждый день перед нами становятся новые ежедневные цели.
Each morning we receive previous day's results, that night results, and cumulative on that month results of internal and client targets. Каждое утро в нашем распоряжении имеются кумулятивные данные с начала месяца по последний отчетный день, по вчерашний и в том числе с полуночи до этого момента. Each morning we analyze these results and set today's targets. Каждое утро мы анализируем эти данные, и на этот конкретный текущий день выставляются цели. If there are some actions that should be done in order to realize targets, we take those actions. И предпринимаются необходимые меры для реализации этих целей. And till the end of the day, we use all our efforts and instruments to realize these targets. И до конца дня мы максимально вовлечены и влияем на достижение этих целей. But frankly speaking, it is very difficult to realize all internal and client targets every day. Тем не менее, все равно очень сложно достигать ежедневных целей. As we are successful to realize daily targets, this gives us big chance to realize monthly targets. Достижение ежедневных целей так или иначе приближает нас к успешному закрытию месяца. These were the planning approaches. I go through reporting approaches. Это были подходы в планировании. Перейдем к подходам, которые мы используем в отчетности. Пожалуйста, перейдем на слайд номер 8. Long ago, we were only doing manual reports in Excel. Давным-давно мы готовили только лишь ручные отчеты. But in time, many things changed, and now we are intensively focused on automated reports. Но со временем все изменилось, и на данный момент мы максимально сфокусированы на автоматизации. Because in time, our amount of clients, our report needs exponentially increased. Потому что количество отчетов клиентов растет очень сильно по экспоненте. And accuracy in reports, I mean timing and quality also increased. Качество на выполняемые отчеты точно так же, запрос на качество точно так же растут. The last 3 years we are intensively automating reports. Последние несколько лет мы активно автоматизируем отчеты. Our expertise showed that there is almost no big difference in quality of report between automatic and handmade report. You can see on the slide visually. На наш взгляд, отчеты сильно не отличаются. Автоматические отчеты, отчеты, подготовленные вручную. Вы можете видеть это на слайде сравнение двух отчетов. But when you make automation, it gives us too many opportunities. Но автоматизация дает нам, к тому же, очень много возможностей. We are not limited to time. We can prepare reports 7 days, 24 hours. Мы не ограничены во времени. Мы можем готовить отчеты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. And delays or mistakes due to personal effects is minimized. Минимизированные опоздания или ошибки. But on the other hand, automation really needs huge investment and patience. Тем не менее, автоматизация – это такой процесс, который требует серьезных инвестиций и терпения. Also needs expertise, maybe consultancy and many trainings. В том числе это требует экспертной оценки, консалтинга, большого количества тренингов, обучения. But at the end, if you are successful doing it, it gives too many pluses. Тем не менее, если вы все же решитесь использовать автоматизацию, это даст вам большое количество преимуществ. In next slide, I showed the process of automation. На следующем слайде, слайд номер 9, мы поговорим о процессе автоматизации.
As a principle, when we receive a request, we try to make it automatic. Итак, мы получаем запрос на автоматизацию. We analyze the request. Мы проводим анализ этого запроса на возможность автоматизации. We create relevant tables data in data warehouse. Мы создаем таблицы в Data Warehouse. We use business intelligence tools to create automatic report. Мы используем Business Object Universe для управления. We test and schedule the report. Мы тестируем отчеты в случае успешного тестирования. Этому отчету присваивается расписание. And after then, feel the pleasure of having this report automatically on time in our inbox or in a common storage. И далее оказываем поддержку этому отчету, который хранится либо на общем хранилище, либо отправляется регулярно на электронную почту. I would like to give some results of automation in next slide. Следующий слайд номер 10. Давайте посмотрим на некоторые из наших результатов процесса автоматизации. Nowadays, we prepare 45 automatic reports for our clients every day. На этот момент мы готовим 5 отчетов каждый день для клиентов. Also on daily basis, 35 internal. В том числе 35 внутренних отчетов готовятся в том числе ежедневно. Also, in order to realize daily KPIs, we have 20 reports which are prepared hourly basis. В том числе для достижения ежедневных целей в нашем распоряжении имеется 20 отчетов, которые отправляются на ежечасной основе. When you calculate all these reports in a year, we have seen that more than 100,000 reports are prepared within a year. Если посчитать все это обилие отчетов, то более 100 тысяч отчетов отправляется в год. Manually, it is not realistic or feasible to prepare such amount of reports. Вряд ли возможно подготовить такое количество отчетов вручную. Also, on the slide, you can see some images of these reports. They look really nice and good. В том числе на этом слайде вы можете видеть несколько изображений отчетов, которые готовятся автоматически. Выглядят они здорово. I go through next approach in reporting. Перейдем к следующему подходу, который используется в отчетности. Слайд номер 11. Of course, when you have more than 100,000 reports within a year, this may create difficulties where you will store, how you will receive, how you will use, how you will keep these reports. Безусловно, когда речь идет о более чем 100 тысячах отчетов в год, становится вопрос о их получении, о их хранении. We know that everybody likes to receive reports in email format. Мы знаем, что многие предпочитают получать отчеты по электронной почте. But Outlook or other email programs have many limitations. Тем не менее, программа Outlook имеет большое количество ограничений. You cannot send big size reports. Вы не можете отправить сообщение большого размера. You cannot keep many emails historically. Вы не можете хранить историю большого количества сообщений. It is sometimes difficult to find the email or where the report is sent. Бывает сложно найти нужный отчет. Also, it is sometimes difficult to see your emails in a mobile format. И в удобном формате очень сложно обрабатывать такое обилие. We created reporting portal in order to store reports, and we are now in transformation from email to reporting portal.
Создан портал отчетов, на котором хранятся наши отчеты, и на данный момент мы находимся в процессе перехода от работы с почтой к порталу. In this slide, you can see some symbolical images, how it looks like. На этом слайде вы можете видеть несколько изображений того, как этот портал, как это хранилище выглядит. It looks like simple foldering structure. В целом это выглядит как структура папки. But limitless of storage and with access rights and in categories. Тем не менее, права категоризированы и типы отчетов выделены. Everybody can reach to his her reports historically. Каждый может получить доступ к своим отчетам историческим. As everybody knows, we are living in a mobile world. Все знают, мы живем в мобильном мире. If you will have such a portal, you would like to access to this environment easily. И имея такой портал, вам наверняка захочется иметь простой доступ к нему. I am sure almost all of you have smartphones, and maybe majority of you have some iPads or tabs. Многие из вас имеют мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, другие мобильные устройства. And now we are not obligated to sit in a place just to see some information. И, понятное дело, нам не хочется привязываться к одному месту для того, чтобы сидеть и проверять эти отчеты. In next slide, I show that we provided easy access to reports. На следующем слайде, слайд номер 12, мы хотим рассказать о легком доступе к отчетам с помощью мобильных устройств. We provided access to reports from mobile instruments which have Android or iOS systems. На данный момент мы имеем доступ к порталу отчетности с мобильных устройств операционных систем Android и iOS. In fact, it is very easy to have this access. Получить доступ достаточно просто. For sure, in order to pass the firewall of company, we need username, password, and a certificate. Следует иметь имя пользователя, пароль, получить сертификат. In Android and Apple markets stores, there are relevant applications that we should download to our instrument. И в магазинах нам следует скачать нужное конкретно нашему устройству приложение. These are free of charge applications. Приложение бесплатное. And after then you will get connected to the reports, and wherever you are in the world, you can easily access to your reports. После этого вам предоставляется доступ к нужным отчетам. Более того, он у вас будет вне зависимости от того, в какой бы точке мира вы ни находились. I have 3 more slides. I will go a little bit faster with monitoring approaches. У нас осталось 3 слайда. Пойдем немножечко быстрее. Слайд номер 14. As far as we know, many call centers don't use online monitoring approach. Как нам известно, многие контактные центры не используют подход онлайн-мониторинга. But in Global Bilgi, it is a standard and is a very strong feature. Условия очень конкретные. And it is very helpful to realize daily, weekly and monthly KPIs. Благодаря этому подходу очень легко достичь ежедневных, ежечасных, еженедельных и месячных целей. Monitoring process is composed of 4 steps. Процесс мониторинга состоит из 4 шагов. Since early morning till late night, we every day monitor online all projects.
С раннего утра до поздней ночи, 7 дней в неделю, мы ведем контроль за всеми проектами. All critical client and internal KPIs, Все важные внутренние и внешние показатели, ключевые показатели эффективности. all agent statuses, absenteeism, В том числе ведется контроль по всем агентским статусам, по посещаемости агентов. if something does not go as we wish, we create alerts. Если что-либо идет не так, как мы ожидаем, не так, как мы того хотим, мы создаем алерты, уведомления. In order to have online alerts or online awareness, we created monitoring notifying system. Для того, чтобы эти алерты, уведомления были своевременными, была разработана система автоматических уведомлений, notifier, мониторинг notifier. This is an in-house product and is very helpful for all staff. Это наш собственный продукт, и он очень помогает нам в контроле. We have alarm zones management. В том числе в нашей практике существует контроль по системе аларм-зон. If there is a queue or if we are far from indicators, we may use red zone or green zone. Если есть очередь, если нет очереди, если мы далеки от достижения ключевых показателей эффективности, мы объявляем красную либо зеленую зону. And this guides operational teams how to behave. И это подсказывает, наводит агентов на нужную поведенческую схему в данной ситуации. On the other hand, after creating alert, we have some corrective actions. После информирования зоны мы предпринимаем ряд корректирующих действий. In case of queue, we have early logins. В случае очереди мы можем предпринять такую меру, как ранний логин, преждевременный логин агентов. Of cancellation, ACHT aux controls. Отмена выходного дня, контроль длительности обработки звонка, контроль статуса отдыха агентов. Red zone in alarm zones. В аларм-зонах этой ситуации отвечает красная зона. On the other hand, if call level is very low or we are very high in KPIs, we may give avail propositions or short rests to our operators. С другой стороны, если нагрузка ниже ожидаемой, объявляется зеленая зона, которая следует такие меры, как eval предложение, это преждевременное завершение смен, временные вылогины агентов и так далее. All we do these actions in order to realize daily KPIs. Все эти меры предпринимаются с целью достичь ежедневных целей. Follow KPIs online and take relevant actions to get closer to daily KPIs. Следовать выполнению необходимых мер для достижения ежедневных целей. In next slide of monitoring, I would like to talk about this monitoring notifier tool. На следующем слайде, слайд номер 15, мы поговорим об инструменте, так называемом мониторинг notifier. This funny robot is really helpful for us in daily lives. Этот чудный робот крайне полезен в нашей повседневной жизни. Maybe we have more than 100 KPIs in total in all projects, and it is for a human almost impossible to follow, and robot helps here. В целом, перед нами стоит более 100 различных ключевых показателей эффективности для различных проектов, и за каждым из них следить достаточно сложно человеку. In case of there is a queue or there are deviations from KPIs, service level, answer rate, monitoring notifier robot sends SMS and email to relevant parties. В случае отклонения от целевых показателей, в случае возникновения очереди, Notifier отправляет уведомление в виде SMS-сообщения, либо письма по электронной почте
ответственным лицам, ответственным за этот конкретный проект. And it creates awareness on all relevant parties in all locations online. И это стимулирует осведомленность, вовлеченность всех участников процесса. This was the last slide from monitoring. One more slide I have. It will take 1-2 minutes more. Перейдем к следующему слайду. Это последний слайд. Его рассмотрение займет несколько минут. Слайд номер 16. It is the summary of main ideas that we would like to share in this webinar. В целом, это подведение итогов по тем идеям, которыми мы хотели бы поделиться во время этого вебинара. We believe that centralized PRM functions can be applicable to many call centers, increase KPI realization and decrease costs. В целом мы верим, что централизованный подход к функциям PRM может быть применен в многих контактных центрах и поможет увеличить вероятность достижения ключевых показателей эффективности и снизить затраты. Regarding planning, we say that a long-term roadmap or plans should be carefully reflected to the daily lives. Касательно планирования, мы говорили о том, что долгосрочное планирование так или иначе должно иметь отклик в каждодневной нашей деятельности. And daily analyzing targeting is very important in order to reach monthly KPIs, which is generally very strict for client and for us. В том числе ежедневная постановка целей, ежедневный анализ случившихся событий так или иначе приближают нас и важны для достижения ежемесячных целей. In reporting, we said that automation is very important and it minimizes errors and gives us chance 7 days to 24 hours reporting. Касательно отчетности, мы говорили о том, что автоматизация в отчетности минимизирует количество человеческих ошибок и дает нам возможность часто много отправлять отчетов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. On the other hand, reporting portal and easy access via mobile instruments increases our mobility and chance to reach historical reports everywhere. В том числе мы говорили о том, что портал отчетности и удобный легкий доступ с различных мобильных устройств дает нам возможность отовсюду в любой момент времени пользоваться отчетами. We say that in order to realize KPIs, online monitoring functions very critical role. В том числе мы говорили, что для достижения ежедневных целей онлайн-мониторинг очень важен. And the monitoring notifier instruments creates online awareness in all employees and gives more chance to reach faster to reach KPIs. И в том числе мы говорили о том, что автоматизация в мониторинге, мониторинг notifier, система, которая позволяет немедленно узнать, быть в курсе о тех или иных изменениях на проекте, и своевременная реакция дает нам больше шансов среагировать на эти изменения для достижения ключевых показателей эффективности. Okay, before going question and answer session, I would like to share my contact information. Прежде чем мы перейдем к сессии вопрос-ответ, хочу оставить свои контакты. Они на слайде номер 17. My email is adem.talk@globalbilgi.com and LinkedIn, you can reach from LinkedIn also, Adem Talk. And now we have 10-12 minutes for question and answers. Перейдем к ответам на вопросы. Вопрос от Анны. Как много ручных отчетов осталось? Сколько людей задействованы в отчетности? Какой штат контактного центра? Anna is asking how many manual reports are we doing right now till that moment, and how many people are there in the reporting team, and how many headcount
do we have in our call center? Okay. We have almost no manual reports, but I would like to notify that we prepare automatic reports, copy paste this report, and make some cosmetical fine tunings according to needs of client and send. We spent maybe a couple of minutes for some reports according to client needs. We have almost no manual report at the moment. All our reports are originated, initiated from automatic reports. На данный момент практически не осталось в нашей работе ручных отчетов. Есть те, которые требуют незначительных операций наподобие Ctrl-C, Ctrl-V и все. And rarely some reports need some additional information from external parties. We use automatic report, put one more number that we get from client or some external party and deliver it as a report. Периодически с клиентской стороны возникают запросы какого-то временного или единичного отчета, который тоже от нас больших усилий не требует, так как историческая отчетность у нас хранится, поэтому мы просто адаптируем его, исходя из запроса, и отправляем по почте. Okay. The second question is how many people are working in reporting team? We have already 3 persons working in reporting team. На данный момент в команде отчетности 3 человека. But they're not only responsibilities reporting, they have some other several tasks also. Тем не менее, на них возложена функция не только отчетности, у них есть ряд еще некоторых функций. I made a simple calculation today before webinar. If we did all these reports manually, I mean 100,000, we would need more than 20 people. Я сделал некоторые расчеты, исходя из цифр в количестве изготавливаемых в год отчетов более 100 тысяч. Мы бы приблизительно требовали около 20 человек штата для того, чтобы готовить это вручную. And in one part of our presentation, I mentioned win-to-win relationship with clients, while providing all client needs. On the other hand, effectively using resources and instruments. Как я говорил в течение презентации, мы исповедуем подход win-to-win, когда в выигрыше остаемся и мы, и клиент, поэтому мы стараемся клиентские запросы адаптировать во время реализации таким образом, чтобы это было эффективно. And this automation really helps in terms of resourcing also. Ну и автоматизация нам очень помогает сократить время. The next Yes. question is how do we receive the alarm about any kind of problems? We have in-house developed monitoring notifying system, as we said, and we set situations where this robot should send us alarms. And in case of deviations from KPIs, it sends. And in case of one of the project does not work, also sends alerts. Робот мониторинг Notifier отправляет уведомления двумя способами. Это смс-сообщение на мобильный телефон и это сообщение на почту в виде почтового письма. Мониторинг Notifier имеет заданные рамки тех или иных ключевых показателей эффективности на различных проектах, и в зависимости от ситуации, в случае тех или иных отклонений, он сравнивает с заданными нормальными показателями проекта, и в случае, если они выходят за его рамки, происходит оповещение мгновенное. It is very flexible environment, and in case of new project happens, new critical situation happens, we put these parameters, set these parameters in the robot, and it will start creating alert in a different situation also. Да, мы задаем различные Already параметры, explained this. от этого, What is next question?
The next question. Do agents see their statistics online? They can reach to some of statistics. It is open regarding the criteria which are available in their performance scorecard. Безусловно, агенты видят свою статистику, и они видят в том числе те показатели, которые напрямую заложены в их скоркардах. Discipline of agents is very important, and we give high importance to here. Мы отдаем наивысший приоритет этому. Because it strongly affects KPIs. Потому что это напрямую влияет на достижение ключевых показателей. Also, we support, for example, ACHT, AUX, etc. information provide anytime to agent. В том числе мы делаем регулярную рассылку для агентов об использовании их статусов типа And отдых. this information is also available in portal. И эта статистика в том числе доступна агентам на портале. The next question is, in which way do we inform about the zones, about alarm zones? At the moment, we inform via emails. На данный момент информирование происходит через электронную почту. And in upcoming period, we are in development stage. We will inform via monitoring notifier instrument automatically. На данный момент это происходит через электронную почту. Тем не менее, мы на данный момент находимся на стадии разработки такой опции с помощью мониторинг нотифайера, и в ближайшее время она будет имплементирована. Because there is a complicated algorithm works in alarm zones. Потому что в аларм-зонах есть определенный алгоритм. We want robot work perfectly. That is why we are working on this. И мы бы хотели, чтобы робот совершал информирование безошибочно, поэтому мы очень внимательно над этим работаем. The next question is, what VFM program do we use, if it is not a secret? Yeah, we use Invasion Workforce Management System now. На данный момент мы используем InVision. The next question is, could you please give an examples of indicators into alarm zones? In alarm zones. Yes. We have two different alarm zones, red zone or green zone. Есть две зоны, которые регламентируют то или иное состояние. Это красная и зеленая. And as we said, on daily basis we have targets. Как мы говорили, на ежедневной основе перед нами стоят цели. And for example, for a project, if we have 80-20 service level targets. И если на проекте перед нами цель по answer rate 80/20. If we are far less than this target, it will be red zone. Если будут далеки от этой цели, следует аннотировать красную зону. If we are in target, but there is a queue, maybe, for example, 80-20 is a service level, but we have 83 already in target, but there happened a queue, which may in short time spoil this KPI. Again, we will have a red zone. Еще одна ситуация, при которой может быть объявлена красная зона, в случае, если мы все еще находимся в рамках целевых показателей, но возникает очередь, нам следует объявить красную зону, потому что при ее возникновении мы очень рискуем стремительным понижением answer rate ниже целевого показателя. Practically, when we want agent sit at place and don't lose any more calls, we have red zones. Practically, when we want agent sit at workplace and
effectively answer and don't lose any calls, we have red zones. Поэтому мы аннотируем красную зону, что просит, информирует, заставляет агента оставаться на рабочем месте, временно не использовать статус отдых, оставаться на рабочем месте и принимать звонки. The next question is this robot ours or did we buy it from somewhere? They mean monitoring Yes. robot. Yes. This is in-house developed product. Это внутренняя наша собственная разработка. The next question is how many monitoring specialists do we have right now, and over how many projects and agents do we follow online? We have 5 monitoring specialists. На данный момент есть 5 специалистов мониторинга. And we have also a backup staff in case of need for monitoring. И у нас есть несколько человек на случай необходимости для подстраховки. At the moment, this staff cover all monitoring hours. На данный момент этот штат покрывает все мониторинг-часы. And we should understand that in parallel we have a monitoring notifier robot which helps us. Но мы должны понимать, что такое количество специалистов связано с тем, что значительную часть работы выполняет робот. Okay. What was the second question? Could you please repeat? And for how many people and projects do monitoring taking control over? Actually, I cannot give concrete numbers, but I can say that almost 1,000 operators and more than 10 projects. Более 10 проектов и более 1000 агентов. Some of the projects have sub-skills like sub-projects. That is why it may be even more than 10. Да, если считать подпроекты, подскиллы, то проектов становится гораздо больше. The next question is if the client change his KPIs, how fast are we able to change our focus? The question is about the reporting. Let's specify it. For example, we have a very popular 80-20 service level. If we agreed with client and or client wanted change in SL, practically we can change immediately. No problem. В целом, очень часто, обычно клиентскими показателями является 80/20, но в целом, если клиент того пожелает, достаточно быстро эту цель можно, целевой показатель можно изменить. But there is a nuance. If the target is getting much harder, then we will look at our resource capacity. Но есть один момент, в случае, если достижение этого показателя становится более сложным, нам следует также не забыть выяснить тот момент, возможно ли выполнение. In that case, we will look at current resource capacity. Мы проверяем штатную возможность. If we are capable of realizing this changed service level at that moment, again we are ready. И если значения headcount позволяют нам подстроиться под эти изменения, без проблем мы это делаем. If this changing KPI requires new recruitment, increase in headcount capacity, it will take time. Но если для этого понадобится дополнительный набор персонала, то, конечно, для этого понадобится и время. The last one question is in which parts does absenteeism ratio consists of? Probably the question is about the principles of calculation of absence ratio. In our absence, we have two types of absence. If the person does not come to planned shift,
This is clear absence. Есть две методики расчета абсентизма. Одна из них основана на подсчете количества отсутствующих агентов на смене по сравнению с количеством запланированных по расписанию агентов. Also, we have partial absence. В том числе у нас есть абсентизм, который почасовый абсентизм. This means delay. If agent operator delays to the shift, this is partial absence. Частичный абсентизм – это статусы агентов, которые отображают своевременный приход агента на смену. For example, if agent come not more than 10 minutes, maybe it is okay. But if more than 10 minutes, it is already absence. Например, мы можем управлять этими статусами, выставляя условия, что, например, опоздание на 10 минут – это no problem, опоздание больше, чем на 10 минут может вылиться в статус опоздания в отчете по абсентизму. Because up to 10 minutes is manageable. Потому что опоздание 10 минут – это опоздание более-менее то, которым можно управлять. На этом мы завершаем сессию ответов на ваши вопросы. Те вопросы, которые остались без ответа, мы сможем ответить на них на ваши электронные адреса, которые вы ставили при регистрации. I would like to say to thank you everybody. It was a very interesting experience for me also. Адам хочет поблагодарить всех участников за то, что приняли участие в этом вебинаре. Для нас это новый, очень интересный опыт. I really hope you received some new or helpful information from this webinar. Мы очень надеемся, что вы получили какую-то хотя бы немножко нужной, важной, интересной, применимой в вашей деятельности информации. Wish to see you in next webinars or in other platforms. Увидимся на следующем вебинаре. Спасибо большое всем за внимание. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.